улыбчивого всем настроения. Сегодня у меня по плану тигрошарики и морковки. Я наконец-то получила свою пряжу и могу вязать. Итак, одну секундочку. Вот моя пряжа. Рыженький цвет. Это у меня номер 23. И знаете, я не раз сталкивалась с тем, что у пряжи Yarnart Jeans пряжа одного цвета номера может отличаться друг от друга в зависимости от партии. И так случилось и на этот раз. Например, эта рыженькая пряжа, которую я получила, по цвету, ну, немножечко, тут полутон, это чуть светлее. На камере может не так быть заметно, но вживую я разницу полутона ощущаю. И чаще всего так получается с вот этой пряжей номер 65. Я вяжу из нее зайчиков. Это у меня цвет смородиновый называется, но он чаще всего отличается друг от друга по тону. У меня есть темнее, светлее, и если вы вяжете одно изделие, то нельзя добавить из прошлого моточка, так как будет виден переход этого тона. Поэтому у меня сейчас 5 тигрошариков, но я их буду вязать раздельно. Сначала свяжу 3 тигрошарика. Здесь они у меня уже заготовочки есть. Я их полностью сделаю, оформлю, и только потом буду начинать вязать из нового клубочка, чтобы вдруг случайно не перепутать никакие детальки, и чтобы у каждого тигрошарика были детальки из той пряжи, из какой нужно. Ну, а потом уже дальше буду вязать морковки. На этом этапе у меня готово 3 тельца и все мелкие детальки. Здесь ушки, носы, вот так они выглядят, и хвостики. Не хватает только щечек, но я их довяжу буквально через 20 минут. Это основная заготовочка. И я подготовила здесь глаза. Глаза буду использовать 12 миллиметров. И их у меня как раз оказалось 5 пар. Ну вот, всего хватает. Я очень довольна. У меня есть другие глазки. Я когда-то покупала прям несколько размеров, чтобы посмотреть, как они выглядят вживую. Это 12 миллиметров. Следующие глаза у меня идут по размеру 15 миллиметров, и они уже очень крупные. Ну а дальше глазки еще крупнее и крупнее, а эти вообще огромные. Поэтому эти глазки будут ждать своей игрушки, а все глаза, которые у меня размером 12 миллиметров, я использую на тигрошариков. Они, правда, разного цвета, есть голубые, зеленые и желтые, но уже каждый тигрошарик будет со своим цветом глаз, со своим характером.
Дальше я свяжу сейчас щечки. Я подготовила белую пряжу. И все. Буду собирать и оформлять тигрошариков. Первых 3 тигрошарика готовы. Это у меня образец. Вот так они выглядят. С зелеными и голубыми глазами эти тигрошарики. Дальше я буду вязать еще пару. Здесь у меня есть заготовочка на одного. И эти 2 тигрошарика у меня будут с вот такими желтенькими глазками. Довязала я тигрошариков. Вот последняя пара с желтыми глазами. Такого размера 12 миллиметров глаз у меня уже нету. Если теперь нужно будет вязать тигрошариков, то буду пробовать глазки чуть большего диаметра. Кто пропустил, то мастер-класс на таких тигрят есть у меня на втором моем канале, где только мастер-классы игрушек. Так что кому нужно, переходите и вяжите вместе со мной. Дальше у меня морковки. Вяжу я их из той же пряжи, что и тигрят. Это Yarnart Jeans номер 23, такой рыженький. Здесь у меня уже заготовочки на морковки. Их будет 5 штук. Это будут морковки погремушки. Осталось только связать стебельки. Для стебельков у меня 3 цвета пряжи я выбрала. Вот такие. Стебельков будет 5 штук. 3 из них светло-зеленых и по одному, чтобы разбавить цвет. Сейчас я довяжу эти спиральки и покажу вам уже готовый результат. Морковки готовы. Очень интересная погремушка, отличающаяся от других. Такие погремушечки выбирают также мамочки, которые за правильное питание, за ЗОЖ и вегетарианцы. Так что эта погремушка как нельзя лучше подходит для такой ниши покупателей. Я должна была связать их 5 штук. Здесь их 4. Одна погремушечка у меня осталась в заготовочках. Эту морковку я оставила, чтобы сделать маленький мастер-класс для моего второго канала. Мастер-класс будет небольшой, мини-мастер-класс. Морковка будет с описанием, и подробно я только покажу, как связать вот такие стебелечки. Итак, эту часть работы я выполнила. К Новому году я еще планирую порадовать вас одним мастер-классом ангела. И уже нужно садиться его и снимать. Что я и буду делать. И нужно еще сделать мастер-класс морковки, но я думаю, что это будет очень быстро. Спасибо, мои дорогие, что заглянули и сегодня ко мне в гости и провели это время со мной.